Как же тяжело, когда долго не записываешь видео, не разговариваешь. Нужна дикция. Дикция, мать твою, дикция, моторика ебала. Рот, сука, пошире, пидорас. Разрабатывай свой рот рабочий. Ну нахер. Здорово, народ! Сегодня объектом нашего обсуждения будет игра, которая по сути игрой не является. Прикиньте, бывает и такое. Итак, Beyond Blue разработана и издана компанией Eline Media в 2020 году. По сюжету мы играем за молодую девушку-океанолога Мирай, которая в одиночку исследует глубины океана и его таинственных жителей. Главная героиня очень обожает природу, животных и в целом топит за сохранение природы и все такое. Она питает особую любовь к китам и пристально следит за их семьями. Причем какую-то нездоровую любовь. Она прям за всем следит, как они себя ведут в спокойном состоянии, в злом, в радостном. Какие звуки они издают, как они знакомятся, как трахаются, рожают, кормят и воспитывают детеныша. Своеобразный фетиш у нее. Дальше спойлерить сюжет не буду, потому что, его дальше и нет. То, что мы играем за океанолога, исследующего подводный мир, является всем сюжетом игры. Очень интересно. Да уж, это вам не какой-то The Elder Scrolls, где всего лишь Дейдра нападают на Тамбриэль, устраивают хаос и пытаются его захватить, а жители разных регионов всячески его дефают, и вдобавок в Моровинде, Обливионе, Скайриме и других областях происходит и без этого ада куча событий. Нет, это все мелочи. То ли дело сюжет Beyond Blue, где столько событий, есть аж Мирай, которая нырнула под воду и... А что вам еще надо? Что, мало экшена? Шутки шутками, а это и правда все. Геймплей заключается в лайтовом исследовании подводного мира. Все, что можно делать в этой игре, это плавать и сканировать все, что движется. Сканирование проходит без какого-либо риска для героини. Навели сканер на шпрот, зажали ЛКМ, готово, плывем дальше. Основная сюжетная линия... сюжетная линия. Сам-то понял, что сказал. Так вот, основная сюжетная линия разбита на 8 увлекательнейших глав, в каждой из которых мы будем, вы не поверите, плавать и сканировать рыбу. Ах да, перед тем как сканировать, нам еще надо будет ее найти при помощи датчиков в буе, которые заранее уже установлены в разных местах. По завершению миссии Мирай будет возвращаться на свою подлодку, которая является ее базой. Ничего не напоминает? На подлодке она спит, ест, я думаю, какает, только куда она потом девает все свои отходы, а? Защитница природы. Говори, где говно! Созванивается со своей сестрой и коллегами. Диалоги с ними, по идее, должны раскрывать нашего персонажа, чтобы мы лучше узнали, что она за человек. Но, честно говоря, они свою задачу не выполняют. Все, что я узнал о главной героине, это то, что она топит за то, чтобы не портить природу и океан в частности. При этом неделями живет под водой, гадит там, а отходов на судне не видно. Делайте выводы. Еще мы здесь можем полистать целую энциклопедию из отсканированного материала. Посмотреть, как разные рыбы плавают, как они быстро плавают, какие звуки издают, какой формы у них плавник, как они радуются, как они пердят, вообще все. На самом деле, очень бесполезная дичь. И ладно бы на этом занудство закончилось, но нет. По мере прохождения сюжета... По мере прохождения сюжета будут открываться реальные документальные ролики, выходившие на канале BBC, снятые настоящими океанологами, которые провели десятки лет под водой в своих исследованиях. В целом, очень интересная и полезная информация, но не для меня, потому что тут все на английском языке, а я его не очень хорошо знаю. Да, тут есть субтитры, но они скипаются очень быстро, а паузить видео каждую секунду и пропускать весь видеоряд я не хочу. Лучше гляну сюжет про это на ютубе на русском языке. А еще тут есть iPad, единственная хорошая вещь на подлодке. Да что греха таить, в целом во всей игре, и то только потому, что в нем играет прикольная музыка, которую можно переключать и послушать снова. Игровой процесс очень медленный, медитативный, я бы даже сказал плавный, мы же все-таки плаваем. Подойдет тем, кто не особо любит в играх драйв, много экшена, не хочет запариваться со стелсом, головоломками, вникать в глубокий сюжет, фармить, что-то крафтить. Если вы в целом не любите игры, если вы ничего нахуй не
любите в этой жизни. Люди, у которых апатия, будут здесь как дома. Просто плывешь по течению, как кал по трубе, слушаешь медитативную музыку, которая тебя погружает в эту самую медитацию. Возможно, немного в сон, а потом в депрессию, и спустя минут 30 ты задумываешься. Какого хрена я установил это на свой компьютер? Какая-то дичь. Кайф. Плывем дальше. Почему моя жизнь отстой? О, кошелот пукнул. А, это я. Какой я неудачник. Пахнет сыром. Что я делаю не так? Я не говорю уже о некоторых странных вещах, таких как невидимые заборы. Меня же зрение не подводит? Мы ведь в открытом океане? Какого хрена я не могу всплыть на поверхность? Такие же границы стоят и если попытаться уплыть далеко в любом направлении. И я, конечно, не океанолог и дайвингом не занимался, но что-то мне подсказывает, что это не такое уж безопасное занятие. Однако тут мы можем проплывать мимо целой стаи акул, и с Мирай ничего не произойдет. На нее не нападет ни одна хищная рыба. Ни акула, ни пиранья, ни скат, ни любые другие. Эй! Я твою мать ебал, видите? Ноль реакции. Можно вплотную подплыть, а им будет пофиг на вас. Они продолжат свое патрулирование океанских простор. Вообще похуй, абсолютно. Я не знаю, насколько далеко продвинулись технологии аквалангов и дайвинга в целом, но вам не кажется, что если погружаться на большую глубину на несколько часов без газового баллона, то человеку пизда? Возможно, главная героиня сверхчеловек и может дышать своим вареником, потому что баллона на спине я не вижу, у нее только костюм, шлем и ласты. И она почему-то все еще жива. Этой игре можно поставить 2 из 10 только потому, что здесь окружение красивое. Разрабы, наверное, не знали, но в игру хочется, вы не поверите, играть. А это по сути игра, в которой нет игры. Это интерактивный документальный фильм, но никак не игра. И оценки этому продукту надо ставить не в Epic Games, а в каком-нибудь HD кинотеатре или на Кинопоиске. Ребят, главная героиня защищает природу, а я вас от игр, на которые не стоит тратить свое время. Думаю, я заслужил лайк, подписку и комментарий под этим видео. А если ты не человек-кал, то еще и поделишься этим видео с друзьями. Для вас вещал Злой Сенсей. До свидания.